Всем привет! Очередная камера видеонаблюдения из Китая. Делаю видеообзор и показываю вам, потому что это скорее всего новинка. Камера, которая показывает днем и ночью в полном цвете. Уже несколько камер я таких вам показывал, точнее бюджетных вариантов, которые слишком были бюджетные. Объективы, соответственно, там бюджетные матрицы. Вариант такой же камеры, но уже более качественный. Магазин J Craftsman, многие знают, торгует оборудованием на Алиэкспрессе по видеонаблюдению и очень таки качественным. Видеорегистраторы, камеры, все там можно брать. Комплекты можно отдельно по камере покупать, видеорегистратор, кабели, все там есть и все очень качественно, потому что не первый раз я у них заказываю. Камера Sony матрицей. Есть вариант выбрать 5-мегапиксельный вариант. Есть вариант, как у меня, вот уже с 8-мегапиксельной Sony матрицей. Sony IMX415 в моем случае. В случае 5-мегапиксельного варианта Sony IMX 335. Вот такого типа камера. Получается, что камера полностью универсальная. Почему я делаю такой вывод? Потому что корпус у нее полностью металлический, полностью она герметична, может размещаться как на улице, так и в помещении. Вот многие, например, спрашивают в помещении, в магазин за кассовой зоной наблюдать, над кассой, чтобы можно было приблизить, даже в записи и посмотреть купюры, которые там давали кассиру, все эти действия. Вот именно вариант этой камеры, которая вам подойдет. Почему? Потому что здесь высокое разрешение. Разрешение 4К, 8 мегапикселей при 20 кадрах в секунду. Это очень классно для камеры видеонаблюдения на сегодняшнее время. Вариант с 5-мегапиксельной матрицей также можно заказывать. Разница там где-то будет в $20 примерно. 5-мегапиксельная, соответственно, дешевле. Тоже хорошее разрешение. И там 5 мегапикселей при 25 кадрах в секунду. Камера имеет микрофон. И в этом случае, посмотрите, камера имеет чисто 2 LED светодиода подсветки ночной. ИК светодиодов на борту нету, а чисто LED светодиоды. Как заявлено, объектив Starlight f1.0 установлен. То есть вся эта сборка говорит о том, что камера должна быть хорошо светочувствительна, то есть ночью. Данный вариант POE камера. Имеется POE модуль, встроенный вот в отводе на кабеле. Ну и соответственно также ее можно питать и 12-вольтовым блоком. Если система, например, у вас 12-вольтовая, или просто это одна камера будет у вас, ее также можно использовать в одиночном виде. Она не имеет Wi-Fi, но вы ее можете подключить кабелем к роутеру и также на нее удаленно заходить, слышать с нее, со смартфона, просматривать запись. Правда, карты памяти она не имеет, хранить ей, наверное, негде это все дело, вроде нету. В онлайне вы ее можете просматривать. Как вариант, если нужно хранилище, то видеорегистраторы. Камера имеет протокол ONVIF совместимости оборудования других производителей. Имеет хиковский протокол Hikvision. То есть она будет работать со всеми типов видеорегистраторов. Dahua, Hikvision, XM видеорегистраторы. Камера будет совместима, будет с ними работать. Понятно, что некоторые варианты по ONVIF не будут доступны. Поэтому у кого Hikvision видеорегистратор, эта камера подойдет к вам 100%. XMI-евский видеорегистратор, люди, которые хотят иметь камеру с распознаванием, то есть фиксацией лица человека. Желательно вам купить такую же камеру, но XMI-евскую. Такая же есть, ссылку я вам оставляю. На магазине этом также есть в таком же корпусе 5 мегапикселей с приложением XMI. Данная камера поддерживает приложение для отслеживания на смартфоне, приложение Donale. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь.
Объектив в камере установлен 2,8 мм с фокусным расстоянием 2,8 мм, то есть объектив широкоугольный. Именно тот момент, когда камера с небольшой высоты захватывает широкую площадь. Как я вам сказал уже, магазины, кассовые зоны, все, где нужен широкий угол захвата. Ну и понятно, что высокое разрешение, даже при приближении, при зумировании цифровом, при разборе видео, при высоком разрешении будет у вас максимально хорошая детализация картинки. То есть предметы вы можете рассмотреть, будете более четче. Формат сжатия H265. Самый современный формат сжатия H265 имеет эта камера. Также для установки кронштейн идет шестигранник для установки камеры. Комплект не богатый. Имеется с этой стороны фиксатор. Отпускаем. Да, один фиксатор в металлическом корпусе, металлическая резьба. Тут без вопросов. Снимаем вот эту верхнюю часть. Шайба такая идет с прижимными подушками силиконовыми, которые фиксируют камеру от проворачивания. Ну и также мы можем регулировать угол. То есть фиксатором отпустили кронштейн и отрегулировали камеру. Зажали, подушки прижали камеру и не дают ей поворачиваться самопроизвольно в дальнейшем. Камера в разборе. Внутренности камеры можно посмотреть, открутив 3 винта. Камера, разбирая, состоит из 2 частей. Тут все герметично. Кабель загерметизирован, то есть вода не попадает. 2 части разбираю, открываю. Здесь также прокладка идет силиконовая. Здесь даже вот залито еще также смолой с силиконом все. Корпус металлический из алюминиевого сплава. Видите вы, какая толщина. Это реальная вот толщина корпуса камеры. Ну и внутренности. Пакетик с силикогелем, скорее всего. Да, с каким-то средством, впитывающим влагу. Уже не силикогель, а что-то там другое лежит мягкое. Силиконовая прокладка. Ну и внутренности. Если получится у кого что рассмотреть, то я буду рад этому. В общем-то, опять же, тот же самый конструктор, но уже из других комплектующих собран. Все на разъемах. Дальше там микрофон, видим, также залитый. Ну и вот передняя часть. Объектив. LED-светодиоды под линзами желтые, чисто LED-светодиоды, ИК светодиодов, как я вам говорил, в данной камере нету. Линзы снимаются, можно этот модуль менять, в случае чего. Наверное, маркировка его, все, в общем-то, прописано. Такой вот корпус имеется. Впереди стекла, одно стекло и второе стекло, прикрывающее объектив, и LED-светодиоды. В комплекте еще идет шаблон для разметки. Крепление, я так понимаю. Ну да, другого не может быть. Муфта на RJ45. Герметизируем этот разъем, когда подключаем кабель от роутера. Если он у вас будет подключение, будет идти по POE, то у вас будет задействован только вот один кабель. Этот кабель, отвод 12-вольтовый, закрываем. Герметизируем его, желательно термоусадкой. Ну, много сейчас способов герметизации есть. 12 вольт глушим. А этот герметизируем муфтой. И у вас кабель, в общем-то, можно под открытым небом оставлять будет. Но уже для, может, куда-то спрячьте его. Самый идеальный вариант — это распред коробку герметичную. И красиво, и герметично. И камеру можно также будет крепить на саму распред коробку. Крепежные элементы для установки камеры. В комплекте, как видите, нету блока питания, но камера и не рассчитана, то есть не заявлено, что блок питания в комплекте идет, нету такой комплектации. Поэтому покажу вам, что стоит приобрести для подключения данной камеры. POE блок питания на одну камеру, и этот вариант мы сможем подключить камеру по одному кабелю на расстоянии до 100 метров. Кабель от роутера подключаем в разъем LAN. Тут же у нас рядом 220, где-то в помещении, рядом с роутером это все находится.
А на камеру уже пошел кабель до 100 метров. При условии, что витая пара качественная медная, метраж у вас будет по максимуму. При условии, что витая пара некачественная, не медная, соответственно, у вас начнутся проблемы. Будет потеря по питанию, камера будет глючить, а может и вовсе не запустится. Именно POE, и пошел кабель до камеры. Несем камеру за 100 метров кабеля и там ее устанавливаем. И все у нас пошло и работает по одному кабелю. Данные и питание идут по одному кабелю. Здесь у нас герметично, здесь у нас заглушено. Это вариант POE 48 вольт. Второй вариант это POE коммутатор. Если вы рассчитываете покупать несколько таких камер и строить систему видеонаблюдения со временем, понятно, что вам не стоит покупать один блок питания POE 48 вольт. Купите коммутатор, картинка тут. Можете подключить сразу одну камеру к нему, докупите еще несколько и подключите также. Будет он работать, питать одну камеру, со временем доподключаете. И работает он, питает все камеры. Вариант с подключением 12-вольтового блока. 12 вольт 2 ампера, $5 или 4 на просторах AliExpress. Простой блок питания, который также работает. Включаем его в розетку. Он же служит и вилкой, и блоком питания. И подключаем камеру в соответствующий разъем 12 вольт. Сюда у нас уже подходит кабель от роутера. Если это где-то рядом, на расстоянии примерно 10 метров от розетки, то можно докупить удлинитель. Удлинитель от 3 до 10 метров, который мы используем между кабелем блока питания и разъемом камеры. 10 метров по максимуму, дальше не получится, потому что будут потери по питанию на кабеле. Если будем использовать POE сплиттеры, ссылка на видео здесь и их картинка здесь. Также мы можем эту систему 12-вольтовую запитать по одному кабелю. Между сплиттерами будет идти один кабель на J45 витая пара с двух сторон. Но уже расстояние подключения сокращается до 30, а то и 20 метров. Поэтому идеальный вариант это POE. Подключаю камеру POE блоком питания. Все как вам показывал. Кабель от роутера в LAN. Кабель на камеру. Один кабель идет. И в соответствующий разъем POE. И включаю это все дело в розетку 220. Тестирование идет. Камера показывает, что жива. Светит белыми LED светодиодами. Процесс загрузки и тестирования происходит как у обычной IP камеры. Какое-то время даем на загрузку. Камера будет щелкать. Звуковых эффектов она подавать не будет, потому что динамика она не имеет. Поэтому ждем выключения LED светодиодов. Ну, соответственно, это, наверное, будет команда к подключению камеры. Готово. Роутер мне прислал, что подключилось новое устройство в сеть в домашнюю. На POE модуле засветилась такая интересная гирлянда из зеленого, синего информационных светодиодов. Приложение Donale. Такой вот домик бежевый. Устанавливайте, открываю его. Нужна регистрация пройти, ну как в общем-то во всех приложениях по видеонаблюдению, потому что камеры все сейчас облачные идут, работают через облако, поэтому желательно зарегистрироваться. И тогда камера будет в вашем списке устройств. Как вот у меня, например, одна камера у меня есть добавлена, но она не в сети, одна в сети. IP-камера, компьютер, попросту говоря, в домашней сети. Ее можно найти несколькими способами. Как через смартфон, можно через приложение Donale, так и на компьютере с веб-клиента LMS. Также и видеорегистратор ее может свободно найти в домашней сети. Подключили вы ее только кабелем к роутеру и все. Работает функция адаптации к домашней сети. Адаптируется камера, роутер ей присваивает внутренний IP-адрес. И вы ее просто находите. Жму плюс на приложении, перебрасывает нас в настройки. Включаю просто поиск. Здесь Wi-Fi камеры. Типа можно находить или по QR-коду. QR-кода у нас нету. Включаю далее и пошел просто поиск устройств Donale в домашней сети.
Добавить. Гостиная, двор, спальня, двор. Можете сами присвоить. Окей. Успешно добавлено. Наша камера. Автоматический поиск срабатывает. Сразу можете почитать про облако. Облачные я не подключаю, но факт есть налицо. Можно подключиться к облаку и будет сохранять камера на облаке свою информацию. Отличная картинка. В общем-то сразу это видно. Открывается на весь экран. Приложение Donale своеобразное. Не супер оно легкое. Но хотя вы видите, подключение очень простое. Приложение также простое. И все основные настройки можно делать с веб-интерфейса камеры или же с программы LMS на компьютере. LMS это как CMS, как VMS. То есть клиент, который вы можете удаленно заходить на камеру с ноутбука, с компьютера, с ПК. Вносить все возможные настройки. Все менять вплоть до прошивку обновлять, разные моменты. То есть глубокие настройки. А с приложения на смартфоне зайти, послушать. Раз, два, три, четыре. С этим нормально. Посмотреть. Зафиксировать момент, может записать на приложение. Вот я включаю сейчас запись и веду запись с камеры. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Короткий ролик записал. Сохранил в папку смартфона. В папке смартфона это все дело сохранилось. Сделал фото, например, вот такое вот. Также оно сохранилось, можно кликнуть по нему и посмотреть фотографию в галерее, также видео по дате, по времени. Ну, то есть все возможные варианты. Переходим в камеру опять на онлайн. Зум такой вот есть. Наверное, это все-таки для камер с оптическим объективом. Ну, а, наверное, давайте посмотрим. Цифровое есть какое-то зумирование? Что-то пишет, я не знаю. Наверное, цифрового нету. Что-то пишет, не пойму. Ну и настройки. Настройки безопасности, настройки устройства, настройки сети, настройка времени адаптировалась. Все нормально в автомате. Управления SD-картой нету. Частота электросети понятно. Инициализация. Перезапустить устройство, карту, восстановить заводские. В общем-то, конфигурация сети, настройки параметров сети, можете зайти и камере присвоить или автоматический IP-адрес, или конкретный IP-адрес для работы с видеорегистратором. Все моменты здесь есть. Основные, то, что нужно. В общем-то, ничего лишнего. Прошивка, последняя версия. И удалить камеру из устройства, из вашего аккаунта в приложении. Несколько камер, понятно, несколько камер. То есть доступные камеры будут у вас те, что есть. Сразу активироваться в 4 окна, и вы можете их смотреть. Будет больше, будет возможность, кажется, там можно больше активировать. Веб-клиент на компьютере, LMS. Такая вот программка, в которой вы можете удаленно камеру отслеживать и также вносить всевозможные настройки. Не очень она удобна, но один раз разобраться можно и все запомнить. Будет у вас несколько камер, будут они в списке устройств, вы просто их открываете. И также удаленно все это можно делать. Кстати, даже сразу можно вот камеру при первом подключении подключать ее не через смартфон, а с ноутбука на компьютере. Так вы заходите на рабочий стол программы, автосерч, автопоиск включаете, и камера находится в домашней сети программой. Кстати, находятся и XMI-евские камеры, всевозможные по OnVIF протоколу, но вы увидите камера, которая найдется именно с приложением Donale, определиться не по OnVIF, а по ее внутреннему протоколу. Потом вы добавляете ее просто в список устройств и уже ведете просмотр в онлайне, и также можете заходить в настройки камеры, зумировать здесь различные моменты. Правда, на английском, но разобраться можно. Веб-интерфейс камеры. В Chrome ввел внутренний IP-адрес камеры 192.168.0.190. IP-адрес я увидел уже в программе LMS, когда определилась камера. И это веб-интерфейс. Веб-интерфейс, попросту говоря, это внутренний. В домашней сети вы только можете камеру отслеживать и вносить различные настройки ей. Основной поток дополнительный. Кстати, наверное, переподключить нужно. Админ при входе
И пароль стандартный 1, 2, 3, 4, 5, 6 доналовских камер. И тогда вас запустит в веб-интерфейс. И вот я сижу, машу вам руками, основной поток дополнительный можно делать. Конфигурации, тревога, воспроизведение, то есть все моменты. Вот смотрите, по камере именно очень глубочайшие настройки можно делать. Тут же можно посмотреть в настройках камеры изображение, раздел видео, формат сжатия H265, есть плюс, есть простой 65, есть 264 старый. Разрешение можно менять вплоть от D1 до 3840 на 2160 до 4К. Можно и 2 мегапикселя поставить, если у вас видеорегистратор поддерживает только 2 мегапикселя. То есть камера с возможностью замены разрешения в огромном диапазоне. Формат сжатия заменяется тоже очень классно. То есть камера такая себе IP-камера с большими возможностями. Частота кадров при максимальном разрешении 20. То есть при 4К 20 кадров в секунду. Понятно, что при 1080p у нас, наверное, там 30 будет кадров в секунду. Ну и там при 5 мегапикселях 25, а при максималке 20 кадров в секунду. В разделе сеть и RTMP есть возможность основной поток, я так понимаю, выводить на YouTube. Здесь даже есть вот инструкция, как это сделать. Но я когда-то пробовал, если честно, доналовские камеры. Одну даже и купил. Думал, возможность вывести на YouTube будет. Но у меня не получалось. Прошу вас, напишите в комментариях, кто эти камеры с доналовым приложением выводил на YouTube. И получается ли это делать. Пробовать стоит или нет. Ну вот как. Вот вроде бы и возможность есть. Какой поток вот выводить, все вроде бы есть. В разделе сеть и P2P обязательно зайдите и давать возможность, поставьте галочку. Есть возможность это включить P2P и в программе LMS. Но вот веб-интерфейс тут более понятно, русифицировано и очень классно. По умолчанию выключена возможность захода на камеру удаленно. Кстати, это также очень классно в этой камере, что вы можете запретить доступ на камеру извне. Или разрешить. Тип облака Donale. И вот у вас QR-код для установки камеры в приложении. Если автоматическим поиском не получается найти камеру, например, вы можете считать QR-код ID камеры и добавить. XMI-евский видеорегистратор у меня 36-канальный, который поддерживает 8-мегапиксельные камеры. Видеорегистратор другого производителя. И смотрите, в автоматическом поиске в домашней сети видеорегистратор нашел камеру под имем устройства Hikvision, то есть хиковский протокол присутствует под тем же самым IP-адресом, ну то есть который роутер присвоил камере. Порт 80, два раза кликаю по камере и она добавляется на пустой канал по OnVIF протоколу. Связанный и по идее готово. Картинка очень классная, супер детализация, сразу это видно. И угол широченный. Широченный угол немного присутствует, совсем немного. Закругления по углам, ну как бы рыбий глаз. Ну 2.8 объектив это точно, 100% установлен. Очень классная детализация. Просто что-то даже цифровым зумом приблизить. Блин, ну супер, отлично, очень классно. Понятно, что на адекватном расстоянии, но супер. Все, видеорегистратор с камерой работает. Звук. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В прямом эфире на колонке выводится звук с камеры. Все это возможно. Дальше вынесу камеру на улицу и посмотрим запись по тревоге, будет ли работать. Ну и что вообще, как камера будет на улице показывать. Что интересно, это как камера будет ночью справляться, работать, потому что заявлена светочувствительная матрица, светосильный объектив. Все это посмотрим дальше. Ну и все-таки камера универсальна. Посмотрите, она может работать на столе. Отрегулируйте ее нормально, поставьте. То есть какое-то время вам нужно, например, видеонаблюдение просто с полочки, со шкафа, откуда-то. Поставили камеру, отрегулировали ее, провернули адекватно ее глаз, чтобы она смотрела не кверх ногами. Подключили, и камера работает на столе, без всяких креплений. Нужно на потолок, нужно на стену. Реально универсальная камера. Картинка с камеры на высоком уровне, плюс еще погода способствует, солнце светит.
Детализация, угол широченный. Вот что классно, детализация, смотрите, сейчас стоит камера в 4К. Ну, опять же, монитор 4К не поддерживает. Но все равно даже на таком мониторе, который 4К не воспроизводит, все равно видно разница. 2, 5, 3 и 8 мегапикселей. Детализация совсем другая, даже вот при таком цифровом зумировании. Как вы слышите, звук идет в онлайне нормально. Можно включать звук на колонке видеорегистратора, можно выключать. С видеорегистратора, если зайти в настройки компрессии на 15 канал, также мы можем видеть информацию по формату сжатия 265-265X, то есть можно переключать. Ну, насчет переключать не скажу, но варианты разрешения, каким владеет камера, возможность переключать есть. 8 мегапикселей, 6, 4, 5, 3, 1080p, 720 и D1. По кадрам 20-30, но я думаю, что 30 нет. И думаю, что с видеорегистратора переключить не получится. Это все надо делать с веб-интерфейса камеры или с программы LMS. Ну или же, как вариант, Hikvision. Да, не переключается. В том, как стояло, так и стоит. Но по максималке и заявлено, что количество кадров при 8 мегапикселях только 20. 30, скорее всего, это будет при 5 или при 2. Захожу на камеру с приложения. Так, была она закрыта у меня и быстро вот открылась. Картинка также адекватная, очень классно также с приложения все это рассматривать. Ну вот нету, да, вот этого вот зумирования нету. А уже полезный этот цифровой зум, даже вот с приложения, хотелось бы, чтобы он был. Опять же, фото, все эти дела. В настройках заходим, настройки безопасности. Обнаружение движения среднее. И говорится о том, что от уровня, от чувствительности зависит, на что будет реагировать камера. Выше чувствительность, больше на мелочи будет срабатывать. Меньше чувствительность, больше будет на предметы срабатывать большие. Имеется в виду, здесь никакого датчика движения нету, а просто камера будет реагировать на изменения в картинке и будет вам присылать уведомления. Также можно от шума установить камеру. То есть будет присылать вам тревожное уведомление по обнаружению шума. Или выключить, или же поставить уровень, который нужно. Также и по так называемому движению. Или выключить, или же ставить какие хотите уровни. Ну и соответственно будет камера присылать вам уведомления в приложение. Реальная классная камера. И для тех она будет интересна, кто любит глубокие настройки. Кто любит, чтобы включались, выключались LED светодиоды. Различные моменты вносить самому вот с веб-интерфейса. Все можно делать. Дальше покажу вам. И смотрите, первый момент. Камера имеет определение силуэта человека и включает запись на видеорегистратор. То есть по OnVIF это будет работать. У меня вот заработало. Дальше вам покажу в настройках, где это было, где это нужно включить. Потому что по умолчанию было у меня выключено определение силуэта человека на день. А на ночь было включено. Смотрите, картинка с камеры в полном цвете сейчас. Здесь темно, понятно, здесь вот светло, где фонари светят. Здесь темнота. В цвете картинка без использования белых LED светодиодов. Возможен вариант такой. Классно все это настраивать с веб-интерфейса. Заходим на камеру, изображение. Маленькое вот просмотр окошка. Все видим отсюда. Световой режим. Белый свет, интеллектуальный двойная лампа и инфракрасный свет. Имеется в виду белый свет цветное видение, инфракрасный черно-белый режим. Камера имеет ИК-фильтр. Можно переводить камеру в черно-белый режим изображения. Но у нее отсутствуют ИК-светодиоды. Но каким-то странным образом картинка нормально получается в черно-белом изображении. Но плюс с задействованием LED светодиодов. Давайте в инфракрасный свет перевожу и жму сохранить. При этом немного камеры задержка имеется для, ну скорее всего какая-то перезагрузка происходит, потому что не моментально меняется режим. Нужно подождать, камера пропадает из сети на несколько секунд и опять появляется. Выходим на полный просмотр. Вот сейчас такой вот вариант. Черно-белый режим без задействования ИК светодиодов и без задействования LED светодиодов.
Реально классная светочувствительная матрица и хороший светосильный объектив установленный. Это уже видно, даже камера работает без дополнительного освещения. Такой режим где будет нужен? Но в основном на стоянках автомобилей, если вам нужны различать номера, чтобы номера были без засветов. Камера себя не выдает ничем, не видно ее вообще. Ни ИК светодиодами, ни красными точками не выдает, ни LED светодиодами. И плюс она будет видеть номера автомобилей, потому что не будет отсвета ИК светодиодов. Заходим на конфигурацию. Здесь меняется также картинка. И, например, давайте интеллектуальный свет, двойная лампа. И посмотрите, человек прошел, как раз я переключил, сработало движение. По движению определила человек. И девайс двор Human Detection. На том расстоянии вон выделяет она зеленым значком человека, силуэт. Присылает уведомление на смартфон. Сейчас камера светит двумя белыми своими LED светодиодами, которые реально мощные. Реально хорошую территорию они освещают. С виду маленькие, но в реальности мощно, хорошо светят. Светит желтым светом, именно желтоватым, с оттенком желтого. Ну, скорее всего, это именно тот спектр хорошо различим камере будет. Плюс рассеивание тумана, все эти дела. И так может до утра светить, если вам это нужно. И также можем выключить LED светодиоды. Еще есть вариант режим освещения LED. В авто, вручную, и еще какой-то стоит по умолчанию, вот этот именно, последний. И яркость светодиодов можете также выставлять по умолчанию 100%, стоит задержка какая-то, полторы секунды, не знаю чего, полтора. Ну, задержка какая-то есть. И режим изображения нормальный, частота кадров, режим супер, звездный свет. Также есть VDR, антитуман, различные настройки, очень много. Всего этого нету ни в инструкции, ни на странице продавца описано, но самому вникать очень классно. По тревоге, по настройке силуэта человека и всего остального. События, все просто заходите, детекция движения, ИО интеллектуальная. Детекция движения, понятно, включена должна быть. Можете выставлять расписание, можете выставлять область детекции именно человека. Вот идет человек, детекция, и сразу же приходит уведомление. Смотрите, все быстро происходит и все четко. Ночной режим, так как вот назло люди пошли и пошли. Отлично, детекция срабатывает, на видеорегистратор приходит запись. Второй момент, интеллектуальная. День-ночь, у меня на день была отключить, вот сейчас даже она стоит, ставлю я включить. На ночь включить, то есть вы можете выключать, отключать, нарисуйте область, включить, выключить, показывать рамку, имеется в виду рамка и человека, можно включить, можно выключить, область срабатывания выделить та, на которой вы поставили, также можно сделать отметку, чтобы была постоянно на картинке, можно выключить. Чувствительность обнаружения силуэта человека также стоит по умолчанию 60, можно до 100. Звук при тревоге, это если динамик был бы. Ну и все остальное. Здесь очень много настроек, поэтому просто нужно вникать в это все. И именно экспериментировать уже у себя, установив камеру на вашей территории. Смотреть, как это все работает, и выбирать просто лучшие настройки. Вон уже поставил я чувствительность больше, и человек там идет уже дальше, где она при 60 не срабатывала процентах, сейчас 80, а уже там она его определяет. Ну и по картинке это, наверное, идеальный вариант того, что есть. Именно камера для ночного видения. Можете ее вставить в черно-белый, можете в цвет ставить, можете с LED светодиодами, можете без LED светодиодов. Светочувствительная матрица Sony и светосильный объектив. Так оно все есть. На свою стоимость камера бомба. Кому важно, чтобы предметы, движущиеся ночью, были более четче, чем на обычных камерах, эта камера именно для вас. Ну и также просто огромный плюс, что камера работает с видеорегистратором другого производителя адекватно. Ведется запись по определению силуэта человека. Адекватное приложение, простое, но приходят уведомления без задержек. Все очень классно. Ссылку на камеру оставляю в описании к видео. В мой телеграм-канал присоединяйтесь, подписывайтесь по ссылке. Также чат в Телеграме по видеонаблюдению создал. Общаемся, обсуждаем, помогаем друг другу. Инстаграм, новый наш канал с женой создали по путешествиям. Делимся с вами. Всем удачи и до следующих видео.